Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. И я надеюсь, что вы уже прожали свой лайк, оставляете уже комментарий прям для того, чтобы ролики продвигались в тренды и рекомендации. Но кто на меня не подписан, то уже, надеюсь, вы оформили подписку. Ну и, ребят, кто может стать спонсором, милости прошу к нашему шалашу, ссылочка закреплена, если что, в комментариях. И я сразу хочу напомнить, что будет 3 дня стримов. Стримы будут дневные, потому что разнобой во временных поясах. Поэтому будут стримы с промокодами, все такое. Детальнее в моем телеграм-канале, поэтому тоже на него подписывайтесь. Что сегодня мы будем делать? На самом деле, я вижу есть дизраптора. И, если честно, мне бы хотелось бы попробовать поиграть на шаманчиках. Я давно на них не играл. Сейчас вот клевер возьму. Надеюсь, мне панда ранее упадет, и я, соответственно, закину этот клевер в панду, и мне панда такая: Санечка, держи нефритовых генералов туда-сюда. Тут минус в чем? Я вижу только легендарную фигуру дизраптора, и поэтому мне нефритовый генерал нужен 100%, потому что если мне не упадет импреска в этой игре из легендарных фигур, то я буду сосать пальчик, и ничего сделать, соответственно, не смогу. И, соответственно, поговорим в этом ролике о всех плюсах и минусах по поводу шаманов. На самом деле они максимально, скажем так, откровенные, эти плюсы и минусы. Потому что в одной игре ты бог, во второй игре ты полный... Ну, там сами добавите, да. Тут как бы рифма сама напрашивается. Старт у меня, в принципе, более-менее сейчас такой. Самое главное — это блинк не скипнуть. И... клевера пока что не скипать. Вот блинк мне нужен будет для того, чтобы мои шаманы сразу перевоплощались. Ну и, соответственно, если против меня будет противник, который поставит Рики, это тот, кто тучку накидывает сайленса с 0,1 секунды, то, соответственно, этот блинк мне поможет, потому что они сразу позицию поменяют и, соответственно, из-под этой тучки улетучатся. Так, пока что один шаманчик приходит. Ну, пока так. Посмотрим, как оно будет дальше. О, кристалл маны плюс 50. На самом деле мне хочется взять кристалл маны плюс 50, чтобы мой дизраптор накидывал сайленс по области. Плюс 50 маны, в принципе, лишним не будет. Плюс у меня тинкер сейчас есть. Сейчас у меня подаграунд, в принципе, нормально будет стоять. Я, конечно, бы хотел, вот как вот этот молодой горячий тинкер себе в 2 звезды. Вот. Почитал, кстати, комментарии под предыдущим роликом. Посмеялся так нормально. Говорят, типа: Санечка, ну у тебя ж вода замерзла. Ну, лед можно что погрызть. Это было смешно. Ну, я проорал нормально так. Ну, тут, к сожалению, я проиграл раунд, потому что тинкер у меня в 1 звезду. Если бы ракетки, конечно, 2 раза подряд полетели в тинкера 2-звездочного, то, соответственно, может быть, что-то еще бы да и было. Так, сразу закидываю клевер, и я делаю вот такой вот мув, потому что я заметил такую тенденцию, соответственно, с вами поделюсь своим опытом, но я думаю, вы тоже эту тенденцию как бы замечали. Если вы ставите панду, закидываете туда клевер, и у вас есть дополнительная раса, да, там, в меньшем количестве, условно, там, древние, там, Кира, то вам герой выпадет именно из этих рас. Почему такой приоритет ставится? Если честно, в душе не чаю, не знаю. Вот тупо даже... Ну, не шарю, короче, не шарю, все. Не шарит Саня, почему именно так. Кстати, связался с разработчиками, написал им несколько проблем по игре. Я, кстати, аж забыл предметы перекинуть в тинкера, потому что нету толка от шамана лавы, вот именно в такой мане изначально. Если в тинкере есть прок, то тут нет прока. Вот, написал разработчикам, написал им несколько... О, да, детка, да. О, да, это нам надо. Это нам 100% надо. Все, погнали. Надеюсь, что и дальше так шаману не будет довольно-таки легко идти. Я надеюсь на 200%, что оно так и будет. Короче. Сразу говорю, буду играть через шаманов, даже если мне нефритовый генерал будет люто идти, я не хочу его реализовать, потому что недавно я его реализовал, ну, буквально пару дней назад. И вернемся к тому, что я говорю по поводу разработчиков. Я написал несколько проблем, которые заметил, и свое видение некоторое написал разработчикам по поводу некоторых там балансов и тому подобное. Они сказали, что взяли на вооружение, и вот эти вот баги, о которых я их написал, по поводу того, что предмет какого-то черта совершенно иной упал, а не который необходим был, они это смогли воспроизвести и пытаются эту проблему решить. Также я им написал по поводу
количество кадров в секунду, то есть что надо делать, там вертикальную синхронизацию, туда-сюда перекликивать, и тогда высокое количество кадров в секунду будет появляться. Поэтому я им это же написал, они тоже сказали, что да, в действительности есть такая проблема, мы ее решим в ближайшее время. И написал еще некоторые некорректные работы предметов, вот то, что отключает синергию, допустим. Я написал, что это немножечко как-то неправильно, да, то есть, что синергию гритеров можно выключить, потому что синергия гритеров и так как бы жесткая. Но они сказали, что они обсудят со своей командой. Я уверен, что ничего не сделают с этим, ну ладно. И написал свой фидбэк по поводу нежити. Тоже сказали, возьмут на вооружение, потому что много типа недовольств, и посмотрим, что изменится. Я надеюсь, что нежить вернут в пул. Вот. И, в принципе, все. По-моему, я больше ничего такого не писал, потому что я не особо, если честно, хотел стараться, у меня тупо нету времени на это. Если когда-то у меня будет побольше времени, чем сейчас. Сейчас у меня очень мало времени. И вот, когда у меня будет побольше времени, я, соответственно, прямо напишу такой огромный список, что бы хотелось увидеть, поменять. И, кстати, модельки героев тоже будут изменены в плане того, что высокое качество сделают, потому что там есть на стандартных модельках вот эта вот черная обводка, и они этот вопрос решат. То есть, ну, то есть, блин, короче, фидбэк огромный я им написал, и я надеюсь, что я не просто так это сделал. Поэтому ждем улучшения в ближайшее время. Вот. Вот. Я, кстати, за антимага не писал. Надо будет за антимага написать и за обезьяну трехзвездочную, потому что... А, я понял. Тут будет метовая Марси. Уже антимаг есть на 5 уровне. Ну да, шанс 2% выпадения. Сильно. Ну, мне грех жаловаться, у меня нефритовый генерал. Сейчас у меня, кстати, небольшая синергия шаманов есть. На старте эта синергия шаманов, ну, не очень, конечно, потому что у меня всего лишь 5 уровень, и, допустим, нефритовый генерал у меня будет перевоплощаться в фигуру, которая вот только за 5 монет будет. И тут в данном случае мне омник упал бесполезный. А тут морская волшебница. Ну, короче. Написала еще, кстати, им по поводу некоторых моментов с переводом. Тоже пофиксят. Вот на самом деле, когда у тебя есть прямая связь с, скажем так, разработчиками, тебя как-то намного лучше слушают. И это приятно. Приятно то, что они не прям так сильно забрасывают все. Но я же говорю, я не хочу большие надежды вешать. Но, надеюсь, повлияет на что-то. Ну, короче, ладно. Все, возвращаемся к шаманам, а то мы куда-то уже уехали в другую сторону. Так, по поводу шаманов. Смотрите, у шаманов есть главная особенность. Точнее, главный минус. В одном раунде ты бог, во втором раунде ты как бы, ну, рифму сами додумайте, уже говорил. Почему так? Потому что очень рандомная эта тема, и меня очень бесит. Кстати, по поводу шаманов же я еще написал им, потому что предметы до сих пор дублируются. Сказали, проверят, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Но надеюсь, что все-таки они что-то сделают. Вот. Во-первых, у шаманов это полностью рандомные предметы. Во-вторых, полностью рандомные фигуры. В-третьих, предметы дублируются. Это огромные минусы. Это огромные минусы, потому что у тебя шаманы и так 2 секунды перевоплощаются. Это ж вообще трэш. Ты имеешь такие минусы. Пивная панда пришла. Ладно. Ты имеешь такие минусы. Ради чего? Ради чего ты вот терпишь, грубо говоря? Ради того, чтобы у тебя там, не знаю, 3 дезолятора появилось. Ну, такое себе, конечно. Особенно, когда предметы не стакаются. Еще один клевер закинул. Напоминаю, что панды работают отдельно друг от друга, поэтому чем больше панд вы ставите, тем, соответственно, выше вероятно, что вам что-то панда принесет. Ну и, соответственно, в каждой панде клевер тоже работает отдельно, поэтому в идеале в каждую панду позакидывать по клеверу и держать руку на пульсе, что вам выпадет что-либо, кроме болта на 28. Ну, болт на 28 это стандарт, это золотой стандарт. Без болта на 28, как бы, да. О, кстати, надо будет по поводу винги написать, потому что винга стала во втором тире, но она просто свапает без какого-либо урона и стана. Это вообще тупо, как по мне. Кстати, возьму мастерскую бума. Мастерскую бума не просто так беру. Хочется цветку, конечно, взять. Может поставить цветку вместо пивной панды. Я, наверное, так и сделаю. Орков продам, они мне не нужны. А вдруг мне панда присумонит эмпреску? Мы ж не знаем, есть тут эмпреска или нету эмпрески. Почему я взял мастерскую бума? Вот
самое идеальное, это, конечно, если есть аптечка священника, и вы быстро там в 10 уровень полетели и дальше начинаете ролиться. Но это если вы уверены, что есть 2 легендарных шамана, потому что без них фул шаманов особо не соберешь, кроме волшебников. Но через волшебников есть тоже куча минусов. Но тоже можно играть через волшебников. Ну, я же говорю, куча минусов присутствует. Через волшебников на самом деле тоже просто играть, просто вам для этого нужны будут легендарные фигуры, вам нужны контроль, и вам просто нужны будут сильные персонажи по типу там антимаг, тайт, омник. Те, кто дают контроль. Инвокер отлично будет заходить. И дальше играете через 3 шамана, которые будут перевоплощаться и будут, соответственно, творить чудеса. Творить историю будут. Вот нефритовый генерал. Просто я обожаю эту панду. Она очень сильная, она очень желанная. Блин, панда-убийца пришла. Обыдно! Я хотел, конечно, чтобы мне не панда-убийца пришла. Я, кстати, пивную панду продам и поставлю еще одного эмбера. Ну, пусть будет. Пусть будет. Лишним явно не будет. И вот, мастерская бума неплохая реликвия, потому что мне нужны предметы будут 2 тира. И на самом деле мне нужно всего лишь несколько предметов 2 тира. Это шапка и это арканцы. Все, 2 предмета, которые мне кровь износа необходимы. Арканцы, на самом деле, они обалденные, особенно если есть МПРСка в игре. И если в этой игре будет МПРСка, я вам, соответственно, покажу, почему она обалденная. Просто вы ставите синергию цвет максимального уровня, то есть это импресска плюс маленькая цветка. И у вас появляется 3 импресски, в которых 3 пары арканцов. Мало ли того, что основная импресска у вас будет перевоплощаться, которая вот арканцы юзнула, она перевоплощается. И у вас еще 2 импресски остаются, которых вы можете сделать керри. Которые мало ли того, что с руки будут еще наваливать. Ну, кроме того, что основная перевоплотилась в какую-то фигуру, у вас еще будут 2 импресски, которые с руки навалят. Это вообще топчик. И вот, соответственно, плюс 60 маны со старта. А я напомню, что шаманы перевоплощаются, когда там достигнут отметки 80 маны, они юзают свою способность, и все, дальше как бы перевоплощение идет. Перевоплощение, конечно, легко скинуть. Элементарно 9 магов ставишь, они, соответственно, начинают в заморозке стоять всю свою жизнь и кайфовать от жизни. Так, ну, стандартные эльфы собираются через Керри Мароса и антимага. Это уже золотой стандарт. Без них никуда. И вот шаман это тоже одна из метовых сборок, потому что на шаманах, если идет, то вы прям будете разрывать. Но если не идет, то помянем. Такое бывает. И еще очень важно, это какие есть легендарные фигуры в пуле. Потому что если легендарные фигуры в пуле довольно-таки слабые, то это очень плохо. Это очень плохо, потому что ваши шаманы, они будут превращаться в легендарные фигуры. А если легендарные фигуры слабые, да, там типа, ух ты, сюда, это нам надо. Нефритовый генерал как минимум нужен 2 звезды. Просто если не будет откровенного, хорошего керри в легендарных фигурах, то это будет печально. Потому что вам будет перевоплощаться условный леший, условный хан, условный омник. А чем дамажить? Омник своим отхилом подамажит? Ну, прекрасно. Поэтому очень важно, чтобы были хорошие легендарные фигуры. Без них как бы никуда. А если же их нет, то, ну, имеем то, что имеем. Да. Как-то так. А что еще сказать? Больше-то и нечего сказать. Сейчас будем пытаться найти шапку 2 тира. Сейчас раунд начнется. С мобами. Рольнем сразу предметик. Хотя, наверное, знаете, стоит подождать. Сейчас, может, мобов убьем, а потом посмотрим, что выпадет. Или, может, сейчас рольнуть. В принципе, какая разница. И, кстати, хочу напомнить то, что мы предметы не апаем, то есть не собираем предметы воедино, там, знаете, там в 4-й, в 5-й тир, потому что вам это, по сути-то, и не надо. Вам вот те, что предметы падают, те, соответственно, предметы вы оставляете. Напомню, что при полной синергии шаманов ваши предметы повышаются на 2 тира вверх. То есть у вас там предмет 3-го тира был в панде, ну, в каком-то шамане, соответственно, станет 5-го тира. Огромный минус это то, что я говорил, что дублируются предметы. Вот. Только в одном случае мы можем предметы переролить в какой-то другой тир. Это когда у вас уже переизбыток предметов, когда вам ненужные предметы валяются просто в инвентаре. Но это, конечно, редкость, но такое тоже бывает.
Поэтому, если у вас такая ситуация, когда у вас избыток предметов, вы, соответственно, ролите. Желательно, конечно, если в игре есть дизраптор, то под дизраптора найти драконий рог. Это желательно. Вау. Вот это приход. Вот это я понимаю. Миллиард панд. Сюда. Сюда. Мне шапка не пришла. Боже, я так надеялся, что мне шапка придет. А мне тупо шапка не пришла. Обидно. Эх, ну ладно, что поделать еще. Ничего мы не поделаем. Сейчас на 20-м раунде либо кто-то вылетит, может, до 20-го раунда, хотя я сомневаюсь. Не, ну Чилу там нереально идет на Марсе. Просто уже 2 Марсов, 2 звезды. Да. Сильно. Но против Марса будет тяжело. И вот минус еще шамана в том, что когда шаманы перевоплощаются, они живут всего лишь 20 секунд. Это огромный минус, потому что если, допустим, против вас будут жесткие инсектоиды, либо же даже самая Марси жесткая, она просто может вас пережить. Например, наследие духа огня. Берете предмет 3-го тира, который, во-первых, 5 секунд перевоплощается. 5 секунд, вдумайтесь, 5 секунд идет перевоплощение. Перерождение, даже так скажу. То есть вы должны ее снести. Раз. Потом подождать еще 5 секунд. 2. Потом еще раз ее снести. 3. А если там есть бессмертие, то, соответственно, ну, пальчик сосем. И сначала нужно будет еще... Короче, очень много времени потянет. И там забей. Прикиньте, ему одна Марси всего лишь осталось за того, чтобы собрать его в 3-го тира. О, 3-звездочную. Да. Печально. Печально. Это плохо. На самом деле, если он берет собирание Марса в 3 звезды, будет больно. Будет тяжело ее законтрить. Он еще и всех трентов нашел. Ему только надо будет друидов найти. Ну, короче. Пахнет чем-то неприятным. Ну ладно, не будем загадывать наперед. Будем надеяться на то, что все хорошо будет. По крайней мере, мне надо найти шапку 2-го тира. Шапка 2-го тира дает +1 к цене продажи, и, соответственно, для шаманов это топовый предмет. Я там, кстати, в своем телеграм-канале, если что, написал запись по поводу того, что почему инсеки так криво работают с этой шапкой. И кто не читал, то рекомендую прочитать. То сейчас предметы на повышение ценности продажи работают только на изначально истинных инсектоидов. То есть на скорпиона, змейку, паучиху и никса. На вот этих вот 4 фигур. И поэтому, если вы, мать насекомое, закидываете... Ой, если вы, мать насекомое, туда закидываете шапку, либо же камень Киры, ценность продажи от этого не повысится. Это специально сделали для того, чтобы был баланс. Ну, это на самом деле приятный такой баланс, ничего не скажу. Но по сути нужно всего лишь 2 предмета и паучиха. Я уже показывал, в принципе, инсектоидов. Поэтому вот. Вот на самом деле... На шаманах как-то потяжелее играть, особенно если они тебе не идут. Потому что все зависит тупо от рандома. На тех же самых инсектоидах тебе как-то, ну, попроще играть. Ну, это, по крайней мере, как мне кажется. Ну, я думаю, что мне не кажется, а действительно так есть. Блин, банши в 3 звезды, 200 урона, 6... Боже, я хоть раз, ну, хочу реализовать нормально банши, собрать ее в 3 звезды. Ну, просто у нее 6 секунд длительность, 0,25 секунд дамажит. Еще и генерал идет, боже. Короче, сама суть то, что я хочу как-то банши собрать в 3 звезды. Ну, когда-то, может быть, в жизни у меня это получится. Но я хочу ее собрать в 3 звезды с хорошими предметами. Наносит 200 физического урона раз в 0,25 секунд. Это сильно. Длительность 6 секунд. Под богами, ну, просто под кирасой она наваливать будет, дай боже, каждому. Эх, мечты, мечты. Надеюсь, когда-то мечты сбудутся. Ну вот, когда, кстати, новый сезон начнется, ранги все сбросятся, я тогда попробую ниже собрать. Может, ну, может быть. По крайней мере, я хочу собрать. Ну вот, кстати, один из того момента, мне сейчас упала мартретка. Эта мартретка мне вообще не нужна. Очень слабый герой. Меня сейчас из-за этого и вынесут. Меня вот это вот Марси сейчас порвет. Из-за того, что тут эльфы, ну, Марси сейчас у меня порвет. Просто в мартретке сейчас нет у меня предметов. Были бы предметы, я бы его порвал. А так у него нет предметов пока что. Но это пока что. Сейчас мы в уровень идем. На самом деле, мне грех сейчас жаловаться. У меня все хорошо.
ХПшка есть, деньги есть, опыт есть. Ранний 10 берем и все, и погнали ролиться. И будем держать кулачки на то, что мне придут мои фигуры как надо. Оп, арканцы. Берем. Ну да, надо брать. Надо брать. Плюс перевоплощение, плюс мана в радиусе. Если еще импресска появится, то вообще прекрасно будет. Напомню, как перевоплощаются шаманы. Шаманы перевоплощаются после активации способности, либо после активного предмета. То есть предмет активировался активно, все, они сразу начинают перевоплощаться. В идеале, конечно, делать шаманов так, чтобы ваши шаманы скидывали способности, потому что тот же самый шаман лавы накидывает Silence с чистым уроном, тролль-шаман, он накидывает Хекс на нормальное такое количество времени, Дизраптор накидывает Silence по огромной области, короче, много-много-много всего. Поэтому, если есть возможность, то нужно, соответственно, делать так. Короче, пока продам цветок. Ну, я не верю в то, что здесь есть эмпреска. Мне, в принципе, она особо-то и не нужна сейчас, эта эмпреска. Лучше поставлю гор на агр. Там уже берсерка находят. Свенчика. Кстати, воины тоже неплохо. Если хороший там воин с хорошими предметами, воин вообще отлично себя чувствует против шаманов. Особенно если дизраптор с инкастовой тучкой. Дизраптор сам себя аннигилирует просто. Не знаю, как-то так сделаю расстановку, что ли. Хотя ладно, в шамане лавы я закину. Предмет пусть сразу перевоплощается. 2 Марсы в 3 звезды просто. Ну, нормас, парни. На самом деле, меня так эта мета уже задолбала. Серьезно. Серьезно. Ну, бесит, ребятки, бесит. Не хочу спешить с выбором реликвий. Под дождем. Омник. Омник, кстати, неплохо смотрится. На самом деле, типа, шаманов отлично собирать. Это 4 горна и 6 шаманов. Это прям прекрасно. Есть, конечно, еще одна суперсильная сборка. Это собрать себе 6 шаманов, 5 драконов. Но это уже как бы в текущем патче что-то на нереальном. Кстати, хан есть. Эмпреска! Сюда! Сюда, моя заинька. О, она мне пришла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Парам-пам-пам. Где мой где мой волшебник еще один? Хочу волшебника. Волшебника дай. Да. О, все. Отлично. Отлично. Так, продать. Что не так? Подожди. Вот так. О, все. Все. Понял свою ошибку. Ай, я предмет на ману не закинул. Точнее, я активный предмет не закинул в импреску. Это плохо. Сейчас закину. Все, сейчас. Сейчас ошибка моя была учтена. Кстати, тоже вот гида только что меня ваншотнула. Пол моего стола просто. Через гримтач, через вот это вот все. На самом деле это жестко. Надо будет против него что-то делать. Надо расстановку будет менять. Потому что когда он накидывать будет свои чернила, он будет накидывать мне их на лицо. Это будет неприятно. Чернила плюс косая гида, это больно. Не, на самом деле, если мне сейчас 25-го раунда упадет шар бездны, будет не так сильно больно. Но все равно будет больно. Но я хотя бы буду переживать. Сейчас, кстати, у меня эмпреска всего лишь 2 пары раконцов будет юзать. Нужно будет найти маленькую цвету. Торчит, кстати, нашли на нефритовом генерале. Жить, чуть-чуть. Блин, Дум прилетел в нефритового генерала. Если бы только что Дум нефритового генерала не прилетел, там был бы полный развал с этими камнями. Нефритовый генерал в 3 звезды творит чудеса, конечно. Свенчик. Но тут же все легендарные фигуры раскрыли, кстати. Я зарандомлю. Я не хочу брать мистический этот сундук. Кстати, надо будет найти рок войны. Обязательно. Блинк я оставлю. Пригодится. Ролить пока что не буду. Даже вот так вот сделаю. Надо будет найти рок войны. Потому что когда импреска будет суммонить свою дополнительную иллюзию, во-первых, она на 100% будет дольше жить и на 100% больше иметь скорости атаки от оригинала. Это прям топчик. Я уже 10 тысяч раз показывал, как это работает. Поэтому, ребят,
Думаю, не имеет смысла сейчас об этом говорить. Думаю, все и так прекрасно знают. Но на самом деле, я повторю, мне не впадло. И надо будет расстановку поменять, кстати. Потому что Марси прям прыгает мне на лицо. Ну вот, Леон бесполезный упал. Просто с такими предметами. Вкусно. Не, ну сейчас он, в принципе, импакт покажет свой. Бенс, 1000 урона сюда, в табло. Импакт есть. Вот я сижу, наговариваю просто так. Аппарата, конечно, убили. Я сколько пробовал его собирать, сколько пробовал его раз тестировать. Боже, как же его убили. Напрочь. Да, обидно немного, конечно, за аппарата. Сейчас 10 берем. Я думаю, даже какую-то синергию либо расу заблокируем, чтобы она мне не мешала. Мне вот интересно, кто запустил эту мету гритеров через Луну и Эгиду? В лейт-стадии она же не тащит. Вот почаще бы мне сейчас появлялась бы обезьяна такая. Было бы по кайфу. Ой-ой-ой. Но я возьму предмет, который будет отключать синергию. Это прям топчик. Еще одни арканцы упали. Еще маленькая цветка есть. Мне пока спешить не... Хотя можно, в принципе, вместо одного горна поставить. Просто полный горн это как бы приятно. Марси может получить обезоружь в табло после своих тычек. Так, ладно, вот этих вот продам я, шаманчиков. Я просто этого шаманчика в будущем все равно заменю. От волшебников отказываться я не хочу, так как полный горн будет у меня стоять. Только если там гритеров поставят, тогда я, соответственно, оставлю только горн агр. Так, один клевер скипаем. Это мы убираем. И надо будет искать... Ну, кстати, пока у меня импресска всего лишь 5 монет по цене продажи стоит. Я думаю, в нее лучше предметы позакидывать. В него, точнее. В генерала. Потому что генерал у меня подороже будет спавниться. Надо будет еще, я же говорю, расстановку менять. Потому что там вражеская Марси прыгает прям под мою импресску. Кстати, челик на эльфах. Здорово, как дела? Селедка появился. Никс, ну вот то, о чем я говорил. В одном раунде ты будешь богом, во втором раунде ты будешь полным нецензурным. Вот если бы мне сейчас другой Кири упал, а не вот этот вот Никс, то, скорее всего, бы я затащил. Вот та же самая обезьяна бы упала с предметами нормальными, она бы там развалила. Навалила бы движа. Да. Ну ладно. Что ж. Что ж. Боль есть боль. Так, расстановку сейчас поменяем. Сделаем так, чтобы у меня на правой стороне были все вот эти вот типочки. Туда будет все равно Марси прыгать. Щит 5 тира это плохо. Там Кираса и Маска тоже неприятно. Пу-пу-пу. Вот серьезно, кто запустил эту мету с гритерами? Вот именно так собирать ее. Собирайте Гиду, Луну, собирайте Энигму. Это же сборка, она не тащит. Вот сколько я раз наблюдал, сколько игр играл, много кто так собирается, но она ж не тащит. Может, я что-то не знаю. Что в комменты напишите. Сейчас, кстати, Огра накинул. Найс накинул. Там Огра только что, если что, накинул баф на Дидраптора, чтобы он 2 сайленса закинул. Да. Бурда Кири не тащит. А, да, сейчас скоро будет уже 10, я начну ролиться. Понахожу себе нормальные фигуры. Хочу Дизраптора. Двойные мобы, кстати, есть. Вообще прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не скажи, что ты себе сейчас еще сверху соберешь антимага в 3 звезды. Это же будет вообще для меня печалька. Ладно, короче, сделаем как-то так.
Если я соберу себе, в принципе, импреску в 2 звезды, то я сделаю ее нормальным керри. У меня даже предметы, в принципе, неплохие есть. У меня есть очищающая сфера, которая выключает синергию. Мне только, по сути, нужно будет найти рок войны первого тира, чтобы иллюзия намного жестче была. Ну, еще парочку предметов на дамаг. И все, и будет она наваливать у меня, дай боже. Ну, какой ТБ! Не, но если такие фигуры мне и дальше будут спавниться, то он меня, конечно, будет выносить. Эх. Ладно, генерал мне, в принципе, этот не нужен. Не, ну если так и дальше пойдет, то у меня плохие новости. Меня снесут, дай боже, каждому. Да. Неприятненько, конечно. Ну, Марси там, конечно, что одна, что вторая хорошо заряжена. Ой, нет, нет! Супчик. Вот это вот жестко. Эгида плюс Гримтач плюс ШД и просто миллиард урона тебе в табло прилетает с одного прокаста. Вот это вот в действительности жестко. Вот тут надо прям расстановку жестко менять. Либо Омника ставить придется. Но я думаю, что Омника придется больше всего ставить. Я сейчас вот так вот их назад поставлю, потому что мне это ну, не нравится, то, что мне так в табло прилетает. Просто, ну, я вот показал песчаную эгиду, распиарил и все. Играю через песчаную эгиду плюс Гримтач плюс ШД. Урона миллиард наносится. Причем оба, смотрите, под копирку играют. Один ШД собирает Грима, второй ШД Грима собирает и эгиду. Только у одного еще и Энигма есть. Надо будет как-то Энигму записать по приколу. Почему нет? Надо будет, надо будет. Кстати, надо было изначально два предмета перекинуть в импреску, потому что импреска-то за 5 монет стоит. Что-то тупанул маленько. Тупанул. Ну ладно, это я... Давайте спишем это на то, что я на эмоциях просто катаю. Все. Все. Ну бывает, бывает. Ну, медальончик первого тира, это хорошо. Кстати, там рок войны у меня попался. Отлично. Так. Рандомим. Нет, в принципе, ладно, понял. Хорошо, активируем сумку и погнали. Так, легендарные фигуры, в принципе, все раскрыты. Понятно. Ну, Омника, короче, продам. Я думаю, Омник мне не понадобится в этой игре. Вот так сделаю. У меня сейчас сразу со старта кастует камни нефритовый генерал. Вот на самом деле нефритовый генерал это жесткая машина, потому что камни по 4 секунды стана наносит. Это прям вообще топ. Так, 10 я взял. Давайте сейчас мы сыграем с вами в игру. В комментариях пишем, на каком раунде я найду себе импреску и дизраптора в 2 звезды. Вот на самом деле мой пик силы начнется, когда эти два героя у меня станут в 2 звезды. Предметы у меня хороши. До 35 раунда, я думаю, мы все доживем. На 35 раунде, если хорошие предметы упадут, то там забейте. Там будет снос кабины. Так, рыжий лис с БФом. Хорошо. Вот это вот разнос. Вот то, о чем я говорил. Нормальный кири попадается, все, там фляга просто отлетает. Просто фляга свистит, как не знаю кто. Сразу же, моментально. Рок войны. Сюда эту прикормку. Так, я не понял. Вот, теперь я понял. Все, отлично. Плюс еще 150 хп получаю с орков. Замечательно. Кстати, там вот эти вот оба чувачка, они, походу, этих с одного клана, что ли.
Так, дизраптора я не буду закидывать предметы на активацию. Мне нужно, чтобы дизраптор накидывал свой сайленс сразу. Думаю, даже может дизраптора вот так как-то поставить. Просто самое главное, чтобы сейчас не закрыть этих героев в клетке. Потому что бывает такой момент, что вот у меня сейчас импресска может иллюзия наспавнить. Дизраптор у меня перевоплотится в какую-то неподходящую фигуру для меня, и он застрянет там, не сможет выпрыгнуть. Ну, это сейчас вы, в принципе, увидите, смотрите. Смотрим, смотрим. Видите, сейчас закрытый такой вот... А, не, нормально, в принципе. Сейчас вы... Ну какой ТБ? Бог ты мой, опять эта дрянь мне выпала. Ну а чел тут, кстати, живет нормально. У него наследие духа огня, у него кераса. Хорош, хорош. Живет чел, живет. Минус броня моя не работает на него. Тут тоже, кстати, наследие духа огня. Сильно. Ну ничего, ничего. Сейчас упадет какая-то спектра, поговорим. Хотя на самом деле мы поговорим тогда, когда я смогу сделать себе нормального керри. Потому что сейчас у меня нормального керри объективно нету. Мне импресска нужна, чтобы у меня был нормальный объективно керри. Предметы у меня есть под нее. Очищающая сфера есть, хп реген есть. Доживу до 35-го раунда, то... Как, кстати, у меня 27 хп, а у чувака там 12 винстрикта на первом месте. Вот это вот, конечно, вообще не весело. Вот это, конечно, вообще не весело. Двойные клыки еще в Марсе, кстати, по импресске прям нормально урон будет залетать. Тут нужно будет, главное, расстановку ставить хорошую. И надо будет следить, чтобы он не поставил гритеров, потому что если поставят гритеров, мне тоже нужно будет менять расстановку, что-то придумывать, чтобы вражеская Марси не прыгала под моих героев. Но я буду надеяться, что они немножко глупенькие и не соберут себе гритеров. Буду на это надеяться. Зачастую ребята не собирают гритеров. Они настолько уверены и преисполнены, что эльфы затащат. Не, ну объективно то могут затащить. Опять ТБ мне выпал. Обезьяна, хорош. Вот обезьяна хорошо упала. Без БФа, конечно, но пойдет. Пойдет, пойдет. Бэмс. Хорошо, хорошо, я его забодал. А у него хаотичный договор. Нервничал, как не знаю кто. Затащил. Знаете, я нервничал так, как будто это я сам кнопочки клацал. Ух. Да не, просто у меня на самом деле хп мало осталось. Меня могут легко снести. Не так все радужно и красиво, как бы мне хотелось. На автопокупку на всякий случай ставлю. Предметов еще мало, к сожалению, у меня. В принципе, вроде бы много, но на самом деле мало. Жалко, двойные мобы мне не упали. С двойными мобами было бы поприятней. Чье там, кстати, себе яиц миллиард уже насобирал. Может собрать себе антимага. 3 звезды, если повезет. Так, бабка. Хорошо, хорошо. Бабка у меня под сайленсом. Плохо. 2 БКБ, нормально. Спасибо. Не, ну бабка в 3 звезды наваливать хотя бы будет. Бабка в 3 звезды опасный. Ой, хорошо. Забодал. А я, по-моему, его не затащу, прикиньте, из-за того, что у него тренд отхилился. Да, вот это вот печально, когда у тебя не хватает Кири. А не, по-моему, выиграю. Да, выиграю. Живем. Ты ж выиграешь, надеюсь. Можно вы будете бить эльфийскую волшебницу? Спасибо. Так, чел почти там вылетел на эгиде. Для меня это радостные новости. Что-то типа импресска и дизраптор придут сегодня? Хочется как-то, да? Хочется.
Да и брать-то нечего. С первого тира уже и брать-то нечего. Посмотрим, что упадет с этого дракончика. Надеюсь, что-то полезное. На самом деле, я бы мог блинк вообще убрать со всех моих героев. Но я просто опасаюсь, что там чел Рики себе поставит условно. Поставит Рики, будет печально. У меня просто чилы не будут перевоплощаться. Напомню, что шаманы с любого контроля, там стан, сайленс и тому подобное, морожение, они прекращают перевоплощаться. Сбивается перевоплощение. Герои, конечно, мне падают. Боже. Такое, конечно, себе упала сфера. Хотя, на самом деле, сфера неплохая. Еще и МКБ упал. Отлично. МКБ, короче, так. Вот так. Короче, я ее буду делать уже такой Кири, какая она есть. Ну, типа... Не могу уже терпеть. Не могу. Мне нужен полноценный Кири персонаж, который просто будет мне подстраховывать и поддерживать мои трусы, чтобы они не спали. Конечно, хотелось бы ее в 2 звезды видеть. Ну, чего нет, я еще и Шамана Лавы проскипал только что, потому что времени мало. Поспешил. У меня, кстати, почти солнечный шаман в 3 звезды. Хан пришел. Ладно. Что ж. Я не того шамана поставил. Еще и Рики, кстати, поставили на секундочку. Так, минус Гритер. Отлично. Отлично. Все, я его снес. Забодал его чисто. Задушил. Негодяя. Хе-хе. Минус 27, сюда. Сейчас сразу надо шамана поменять будет. Ну вы поняли, да? Так, чел, который поставил себе Рики там, он его в другое место ставил, и он вылетел вообще из игры. Поэтому мне, в принципе, плевать. У меня шаман лавы с 3 кольцами на руке. Чисто этот, как его там? Как же того героя это звали, который с кольцами? У которого колец было много. Не Властелин колец. Как же он там? Бу-бу-бу-бу. Короче, в комментариях напомните, если что. Я, если честно, забыл. Если честно, я забыл, как зовут того героя, у которого колец много. Типа кольцами там управляют, что-то типа того. Хорошие предметики. И тут хорошие предметы. На самом деле, знаете, они тупят. Они оба тупят очень жестко, потому что им надо поставить тупо гритеров, и мне будет намного тяжелее их забрать. А так как они не ставят гритеров, у меня шаманы поперевоплощаются, там будет по миллиарду контроля, плюс есть у меня Горн, который, во-первых, на себя агрит, во-вторых, еще и без оружия со стана может навесить. Они тупят жестко, очень жестко тупят. Ой-ой-ой, Марс, отвянь! О, мне торба. Вот тут мне торба. Надо будет поменять расстановку. Потому что такая Марси меня снесет. Очень долго живет эта Марси. Второго эльфа я вынес. А этого эльфа я не вынесу, к сожалению. Вообще мне очень туго идут шаманы. Охренеть, ко мне пришла эмпресска за столько-то времени. Обалдеть! Я в шоке. Я думал, она мне в жизни не придет. Не знаю, как-то так сейчас расстановку сделаю, может так получше будет.
Вражеская Марси прыгает в тот горн, окей. У меня проблема со второй Марси. Ну, там еще и генерал закинул станчик на 4 секунды. Отдыхай, Марси. Марси с перчаткой 5-го тира. Тяжело ей будет. Тяжело. Так, минус. Бэмс, минус 28 сюда. Вкусненько. Отвянь, генерал. О! Так, трехзвездочный шаман лавы у меня будет. Хорошо. Меня действительно радует то, что челы не хотят ставить себе гритеров. Вот на самом деле, если бы они поставили гритеров, было бы жестче мне. Но они тупо не ставят гритеров. Почему? Я не знаю. Чел еще себе перчатку 5-го тира закинул, когда у него кираса и маска. Ну, гений, гений. Непризнанный гений. На тебе стан просто от нефритового генерала на 4 секунды, чтобы ты не расслаблялся. Мне, конечно, в нефритового генерала в моего Дум прилетел. Неприятно. Ой, хорошо. Так, отлично. Бэмс, минус 1 сюда. Хорошо, я, кстати, забыл разблокировать в предыдущем раунде. Ну ладно. Хорошо. Хорошо. Так, ну мне надо предметы тогда в них перекинуть. А, не надо. Ну вот такая вот игра на шаманах. На самом деле, тяжелая игра на шаманах. Мне тупо легендарки не шли как надо. Тяжело было. Тут вообще чел уникальный. У него и маска 5-го тира, и перчатка, и все в одном герое. Зачем он так сделал? Вообще в душе не знаю, зачем он так сделал. Но на самом деле, типа, поставили бы они вдвоем гритеров, я бы вряд ли их затащил. Только в том случае затащил бы, если бы, соответственно, у меня были легендарные фигуры в 2 звезды. Ну и, соответственно, вот как мне сейчас пришел Шаман Лавы и Солнечный Шаман в 3 звезды. Вот такая вот игра на шаманах. Вот на самом деле просто вдумайтесь, насколько тебе нужно все равно играть и потеть на шаманах, пытаться что-то там вытащить, а по тебе еще и бог рандома может наказать с неудачными фигурами. Там разоры будут всякие появляться, леоны, никсы, а ненужные тебе фигуры. Вот против такой Марси. Вот насколько на Марсе проще играть, на инсеках насколько проще играть, нежели на шаманах. Вы задумайтесь просто. Вот насколько это просто проще. Плюс еще если чел там собрал себе эгиду, пожестче, с 4 богами и с полуорками, тот чел мог бы меня, кстати, из шаманов моих наказать. Потому что шаманы мне туго шли. И в действительности мог меня спокойно наказать. Просто поставил бы 4 бога, 4 полуорка. Полуорки бы набегали, давали бы стан на 2 секунды, тем самым скидывали шамана перевоплощения. Еще и потом коса сверху прилетала бы по чернилам Гримтача с призмой магической. Было бы жестко. Ну, короче, вот такая вот игра на шаманах. Шаманы в мете. Ну, как же проще играть на всяких Марсе. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто, соответственно, еще не подписан. Я думаю, уже все подписались. На мой телеграм тоже подписываемся, не стесняемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.